Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем обсуждать конкурсы реквестов на MTV США по пятницам. Наш любимый артист, многоуважаемый Димаш Канатович, занял 5-е место в день своего дебюта с песней «Кайран Елим». И 4-е место с этой же песней, но уже на следующей неделе. Мы с вами, друзья, немного посоветовались в комментариях и в нашем Telegram, также через наш номер WhatsApp, и поняли, что на самом деле мы можем помочь Димашу подняться немного выше. Есть хорошие места в этом рейтинге. Там 3-е еще есть, 1-е хорошее, есть удачное 2-е, все же помнят Сингер. Или как Ержан Максим занял 2-е место на «Голос дети», а в итоге получается, что все равно выиграл. Так вот, друзья, мы выпустили видео, где начали разбираться, что же не хватило, какие были ошибки. И я вам рекомендую посмотреть эти несколько коротких видео перед тем, как мы продолжим. Они длятся всего несколько минут, но там мы разбираем важные темы, которые помогут разобраться в вопросах голосования и успешного голосования. Я ведь надеюсь, все, кто сейчас смотрит, хотят, чтобы Димаш победил. Даже давайте я подожду чуть-чуть, и вы поставите любой смайлик в комментариях, чтобы я понял, сколько зрителей сегодня, которые не против, чтобы Димаш побеждал в таких конкурсах, как конкурс реквестов на MTV США. Тем более, что смайлики на конкурсе мешают учету голосов, но у нас на канале вы можете оторваться по полной. Ну что, друзья, теперь поехали. Для победы нам просто необходимо разобраться в правилах голосования и некоторых тонкостях. Я выделил самое главное. Начнем с того, что мы голосуем с 17 до 20 по Вашингтону. Это, например, по Москве и Петербургу полночь, а в Астане это 3 часа после полуночи. Все-таки меня не покидало ощущение, что до трансляции и после трансляции нас так много, а в самое важное время мы уступаем конкурентам в активности. А значит, нам немного нужно быть аккуратнее. Посмотрим на Криштиану Роналду. Я понимаю, что он разминается перед игрой, чуть-чуть побегает, побьет по воротам. Но вот я не видел, чтобы он пришел за 3 часа до игры, начал забивать голы. Устал, потом на игре еще забил голов. А потом еще и после игры остался и 3 часа еще позабивал. Или есть бегун самый известный, Усейн Болт. Усейн, здравствуйте. Вы вот скажите, вы когда бежите 100 метров, вы перед ними еще 50 бежите или 100? А после? Тоже нет? Все понятно. Друзья, нам нужно поберечь силы. Нужно выложиться именно с 17 до 20 по Вашингтону. Именно в это время нужно максимальное внимание и концентрация. Поэтому смысла уставать до начала подсчета голосов никакого нет. Итак, пишем на английском языке большими буквами «Request Dimash». Да, без смайликов и без признания в любви. Мне жаль, но придется оставить это на другое время. Я знаю, что сейчас вы напишете: «Как без смайликов? Ты кто такой, чтобы ограничивать нашу любовь? Сам попробуй без смайликов. У нас, чтобы без сердечка отправить, надо через себя переступить». Да, друзья, как бы не было тяжело, все-таки отправляем без смайликов. Ведь от этого зависит наш шанс на победу. 3-е, наверное, тоже очень важное. Пользуйтесь функцией «Копировать, ставить». Не нужно все 3 часа печатать. Я видел комментарии, где некоторые пишут, что пальцы отваливаются. Но наши телефоны и компьютеры – это очень мощные ЭВМ, электронно-вычислительные машины, и у них есть память. Можно напечатать один раз, скопировать то, что напечатали, а затем вставлять и отправлять снова и снова. Я думаю, что наши корейские конкуренты сразу с 3 компьютеров копируют и отправляют. Я немного жил в Сеуле и знаю, насколько молодое поколение там подковано в техническом плане. Мне кажется, что Корея – это самая высокотехнологичная и современная страна. И сами корейцы невероятно быстро работают и соображают. Они очень большие молодцы. Если шанс с ними справиться, если печатать, то нет. Но у них можно немного поучиться. Я еще видел в чате одного корейца, который, увидев Димаша, перешел в стан Диерс. Так что, друзья корейцы, если вы нас смотрите, 안녕하세요, Иван이요, лашая сарам, улинин ноэ томи пил йоэ, Димаш чальцингин. Концанамида. Так вот, друзья, на самом деле все просто. Достаточно соблюдать эти правила, и есть шанс получить преимущество. Все-таки на протяжении всего голосования меня не покидало ощущение, что мы футбольная команда, но в которой забыли, что это команда, и один приехал на 3 часа раньше, второй забыл шорты нужного цвета, взял зеленые вместо белого, а третий приехал к концу и пошел один играть. Мне кажется, у нас есть все шансы стать мощной командой, чемпионами по конкурсу. А для этого всего-то надо соблюдать правила и верить в победу. А все остальное у нас уже есть. Алга Петербург, Алга Димаш. Друзья, а еще я вот сейчас залез на Твиттер, и тут столько всего.
будем разбираться. И об этом расскажем вам отдельно. Но и уже прямо сейчас я загружу в Telegram последнюю информацию, чтобы вы могли уже начинать голосовать. Потому что голосование уже идет. Всем пока!